Это расклад для знака зодиака Телец. Вы можете смотреть для всех, у кого Солнце в Тельце, Луна, а также стеллиум планет в знаке зодиака Телец. Итак, что ждет Тельцов в октябре 2022 года? Я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все сферы жизни человека. Итак, первая карта. Эта карта говорит о расстоянии с вашим любимым человеком, партнером, невозможностью быть вместе по каким-то причинам. Либо вы недопонимаете друг друга, но в ваших отношениях есть любовь, очень такие чувства глубокие, кармические даже, может быть, в каком-то варианте. Но здесь у кого-то это может проигрываться как расстояние. Может быть, в октябре вам придется быть не вместе, или что-то произойдет, что вы еще не можете встретиться, но очень хотите этого. А также это у некоторых людей может означать, что вы заведомо выбираете себе партнеров, с которыми вы не можете быть по каким-то причинам. Но вот этот или цикл, или, может быть, так заложено в вашем гороскопе, например, что часто вы выбираете партнеров из других городов, стран, либо по каким-то обстоятельствам недоступных. В секторе финансов выходит такая карта дьявола. Ну, в данной колоде это показатель отрицательных качеств Скорпиона. И вообще Скорпион — это планета денег, знак денег, да, и она может приносить деньги не совсем честным путем. Например, связана с какими-то махинациями, манипуляциями, а также каким-то сексуальным подтекстом иногда. И вот здесь у вас, тельцы, как раз-таки в октябре может быть что-то в этом плане. Может быть, вы будете как-то манипулировать другими людьми, чтобы у вас была прибыль. А также и другие люди могут манипулировать вами, чтобы получить от вас какие-то деньги. И не совсем честные партнеры здесь вам могут встречаться. Либо люди, которые не только в финансовом плане здесь могут быть с вами как-то связаны, но энергетические ваши ресурсы жизненные, энергетические, они могут у вас требовать, забирать для того, чтобы продвигать какие-то свои идеи, чтобы насыщаться от вашей энергии сами. Поэтому будьте осторожны. Здесь очень возможно, так как этот сектор отвечает за интимные отношения, Скорпион здесь тоже выходит, да, это, конечно, какие-то интимные партнеры, которые тянут из вас энергию. Но также и вы, конечно, тоже можете быть таким человеком, манипулятором. Может быть, у вас есть деньги, и вы знаете, что либо вы просто интуитивно чувствуете на какие точки вашего партнера сексуального, вы можете надавить, чтобы получить от него то, что нужно. Но, конечно, эта карта несет негативную энергетику. Здесь не знаю, сможете ли вы добиться успеха путем таких манипуляций, потому что здесь такой огонь разгорается за спиной этого дьявола, да, а огонь, конечно, неблагоприятная стихия для того, чтобы делать деньги, скажем так, и в этом огне может сгореть все. Так что такая вот несколько тяжелая карта. Вот вашей сильной стороной, наверное, скорее всего, тельцы будут приятные взаимоотношения с вашим партнером. Здесь у нас уже выходила похожая карта. Все-таки у вас может быть общение, переписка какая-то на расстоянии, либо вы все-таки встретитесь, вам удастся встретиться, потому что эта карта, видите, здесь люди уже вместе. И я думаю, что у многих будет возможность встретиться с человеком, либо как-то обсудить очень главные вопросы, касающиеся ваших дальнейших взаимоотношений. Может быть, даже кто-то здесь решит начать вместе жить, совместное место жительства, потому что здесь мы видим дорогу к дому, вы решите вместе идти по жизни. И это может быть, кстати, очень актуально для многих тельцов, потому что все-таки у нас в октябре такие аспекты во Вселенной, как затмение, да, в конце октября затмение в вашем знаке на оси Телец Скорпион. Поэтому, конечно, для многих тельцов будет очень важна тема взаимоотношений с партнером. Еще одна финансовая карта в секторе карьеры, но все-таки она говорит о том, что у вас могут быть карьерные какие-то достижения, которые вам добавят финансовых доходов в финансовом плане, да.
И это благоприятно, конечно, но все-таки не забывайте, что здесь не все пройдет так гладко, не совсем иногда честным путем, иногда вам придется манипулировать, может быть, вступать в какие-то связи, в сговоры с людьми, чтобы получить желаемое. Ну и также будьте осторожны, наверное, с вашими расходами, потому что могут быть как доходы, так и расходы в связи с манипуляциями другими людьми. В секторе творчества интересная выходит карта, и она тоже, в общем-то, говорит о таких отношениях, но отношениях по расчету, что, в общем-то, для сектора творческого не очень свойственно. Расчет как раз здесь выгоден, если вы занимаетесь каким-то бизнесом, хотите открывать свой бизнес, особенно бизнес совместно с вашим партнером. Здесь очень возможен брак по расчету, либо брак с таким партнером, который может как-то вам помочь продвинуть ваш бизнес, либо, может быть, вы в этом партнере, либо партнерше увидите человека, с которым вы будете счастливо, допустим, растить детей, как-то хороший отец, да, или хорошая мать, может быть, вы искали такого человека, ну, или вы будете выбирать по таким качествам себе партнера вот именно несколько расчетливо. Либо такого партнера, который может как-то очень удачно вписаться в круг вашей родной семьи, да, в ваши идеалы, вот эти консервативные какие-то рамки. Но я не могу сказать, что это плохая карта, конечно, потому что брак – это все-таки дело серьезное, и здесь какой-то расчет не исключен. Но карта брака у нас все-таки это 1 и 7 сектор, да, вот здесь, и такое впечатление, что вы партнеров в любовной романтической жизни выбираете более строго, чем партнеров для брака. Вот как-то несколько так диссонанс. Но также эта карта может еще говорить о том, что вы слишком строго подходите к выбору который сделал ваш ребенок. Например, ваш ребенок уже достаточно взрослый для того, чтобы выбирать себе мужа или жену, и вот вы осуждаете как-то, ну не то чтобы осуждаете, как-то очень досконально подходите к его или к ее выбору, и даже можете подбирать сами для вашего ребенка какого-то человека, насколько он будет хорош. Но, судя по этой карте, возможно, да, возможно, у вас будут успехи, захочет ли только ваш ребенок, да, следовать вашим советам, но не исключено, что вы, возможно, видите это. А, кстати, еще я подумала, что эта карта интересна для тех, кто занимается таким бизнесом в сфере отношений, кто соединяет людей, как сваха, да, работает. Вот здесь тоже очень удачно будет продвижение ваших дел. И здесь у вас даже карты похожие об этом. Может быть, вы действительно можете знакомить удачно как-то ваших друзей, детей. Есть у вас вот такое качество, как видеть, кто кому лучше, больше подходит. Ну и прекрасная карта выходит в самом заключительном таком тайном секторе, но здесь она не тайная, а наоборот такая очень публичная. Карта короля, это говорит о том, что вы очень уверенно себя чувствуете, ваши ментальные, скажем так, мысли сходятся с вашими делами, вы в повседневной жизни, в вашем здоровье, в вашей обычной ежедневной рутине очень все организовали правильно и наслаждаетесь, скажем так, тем, что у вас есть. Может быть, какой-то сервис у вас есть дома в том плане, что за вами кто-то ухаживает, как за королем просто, и вы чувствуете себя очень благоприятно. Такой особый уход со стороны ваших близких людей, а также если кто-то держит прислугу в доме, может быть. Это, кстати, карта может говорить о вообще успехе. Если вы ищете каких-то людей по хозяйству, то здесь, конечно, успешны будут ваши поиски, потому что вы действительно почувствуете себя очень комфортно в той ежедневной рутине, на работе тоже. Кстати, на работе ваши коллеги могут как-то вас превозносить, особый почет, уважение вам воздавать в связи с вашими какими-то заслугами. Так что карта крайне благоприятная. Ну и давайте дополним наш расклад картами из колоды Ленорман, что они скажут нам, особенно в сфере отношений, да, потому что эта тема здесь не в одной карте уже проходит. Возьмем 3 карты. Это Ленорман, золотые мечты, черемарщите. Ну вот видите, сразу выходят лилии, солнце и, конечно, крысы. Ну что, у вас есть, тельцы, все для того, чтобы быть успешными в любви. Это и верный партнер, да, это и
какие-то возможности, которые посылает вам вообще сама жизнь по карте Солнца. Но такое впечатление, что все равно внутри вы чувствуете какую-то неуверенность на очень глубоком уровне. И вот здесь две карты об этом. Что это конкретно может говорить? Может быть, вы считаете, что вы недостойны какого-то человека, партнера, и таким образом умаляете свои качества в его глазах, в своих глазах. Вас раздирает постоянно какая-то ревность, какие-то собственнические инстинкты. Вы не можете избавиться от вот этой темы, когда у нас деньги и отношения как бы на одной линии. То есть, например, вы не можете допустить, чтобы с вами был человек, который по своему материальному статусу ниже вас, или просто неуспешный человек, или вы не хотите тратить деньги на свою партнершу, например, не хотите вкладываться в эти отношения, а хотите сразу, например, получить человека, который уже как-то в жизни состоялся финансово. И даже вы здесь соглашаетесь на такого человека, который, может быть, обладает какими-то духовными, нравственными качествами ниже, но финансово он более обеспечен. И из-за этого вы выбираете такого партнера либо партнершу. Ну вот это то, что я вижу, это в отрицательном ключе. А в положительном, конечно, у вас есть возможность либо улучшить свои отношения, которые у вас есть, либо даже, ну не то чтобы познакомиться, начать общение. Если это новый человек, то я не думаю, что стоит сразу переводить отношения на другой уровень. Да здесь я этого и не вижу. Здесь, скорее всего, вы будете отношения будут у вас важны, но вы также будете и финансово как-то считать ваши денежки, может быть, как раз-таки прикидывать, сможете ли вы потянуть более серьезные отношения или что-то в этом духе. И здесь у нас сама выходит карта Девы, мы ее сейчас возьмем, но еще одну карту я хочу все равно взять. Что еще хотела дополнить, что если вы познакомитесь только с кем-то в октябре, то, наверное, стоит дать этим отношениям более длительную проверку, скажем так, потому что сразу переходить к чему-то серьезному, каким-то дальнейшим планам, не знаю, можно ли это, судя по этим картам. Здесь как будто вам нужно еще что-то лично в своей самооценке поменять, потому что второй сектор – это все-таки сектор самооценки. И здесь у нас уже выходят такие предпосылки. Ну вот такие вышли две карты совершенно разные, да, потому что это Дева, полная луна, и полная луна в знаке зодиака Овен. Земля и огонь, эмоции и расчет. Может быть, и вы также в вашей жизни действуете слишком эмоционально иногда, иногда слишком расчетливо. И вот эти энергии, они как бы не сходятся. Как я и говорю, что когда не надо, вы можете включать расчет чрезмерный, да, хотя, конечно, его нужно всегда в жизни, а иногда эмоции чрезмерно тоже вас захлестывают. Так что вот здесь, возможно, вам нужно найти такой баланс между этими двумя стихиями, что, в общем-то, и рекомендует вам карта сделать. И, наверное, будет непросто, потому что затмение, оно всегда несет в себе такие энергии затуманивания нашего рассудка, да, и поэтому часто очень астрологи вообще и не рекомендуют что-то решать в затмении, если вы не уверены на все 100%. И вот как раз октябрь, конец октября и начало ноября, это может быть вот этот месяц с этим связано. Так что, тельцы, я желаю вам всего самого замечательного. Надеюсь, что вы преодолеете все ваши трудности. Финансово здесь, я вижу, у вас проблем быть не должно. Так что до встречи на моих новых видео. Всем пока!